Выдвигаемся. Таратайка едет. О, снежная грязь, забуримся, ну-ка. Если что, автобусом вытащим. У нас даже сейчас полный привод не включен. Нормально, и на жопе проедем, я же говорю. Всем привет! Буса тема снова на канале. Это Subaru Domingo, про который мне уже очень много раз писали в комментах, говорили на прямых эфирах. Настоящая деревенская съемка, да? Еще и весной. 100 метров проехала и уже опять грязный. Ну и машина такая соответствующая. Subaru Domingo известен тем, что это полноприводный маленький микроавтобус, который бывает только на механической коробке. Машина именно, которая хоть и маленькая сама по себе, но она вполне себе может использоваться для серьезных целей, там, на рыбалочку, на пикничок поехать. Вот знаете, если ее каталог открыть, там сплошь вот в этих картинках, как они всей семьей поехали там куда-то на пляж, куда-то в лес, где-то она там раком, где-то там вот она проезжает, вот это все. То есть у нее высокая подвеска, у нее настоящий приличный полный привод, это же Subaru причем. А еще представляете, эта маленькая машинка реально рамная. Прям отдельно кузов, рама. Можно сделать бодилифт для дополнительной проходимости. Несмотря на то, что он кейкаровских габаритов, то есть те же примерно 3,5 метра, 1,5 метра шириной, но это не кейкар. Это не кейкар, потому что даже минимальный двигатель здесь литровый. У нас он здесь никак особо не лифтован, не накручен, там ничего такого у него не сделано. Он именно должен быть вот такой достаточно высокий, с такой высокой подвеской. Благодаря тому, что у него заднемоторная компоновка, у него по низу здесь не провисает ни поддон, ни редуктор, оно все достаточно высоко. Здесь не так много защит необходимо поставить, чтобы его реально использовать для каких-нибудь таких серьезных преодолений. Единственное, что недостаточная мощность двигателя, как по мне. Вот, в общем, яркий такой представитель машин, которых таких больше уже не делают. Особенность Subaru Domingo в том, что у него двигатель находится в заднице. Это заднемоторная машина, понимаете? У нее даже, я бы сказал, за задней осью, прямо как у Porsche 911 у классического. То есть реально мотор вот здесь. У него капот, бампер. То есть бампер является капотом. О! Так, стоп, надо здесь эту палочку ставить вот так. И теперь открываем капот. Так. Опля! Блять. Ты что сделал? Немножко перебор произошел. Ну ладно, так даже лучше видно. Кое-что можно залезть и вот здесь вот сверху под обшивкой, да? Эти двигатели, это одни из первых двигателей Subaru, которые они стали изготавливать после того, как они закончили изготавливать авиационные моторы. Это еще рядный моторчик, небольшой трехцилиндровый рядный моторчик. Их причем было две разновидности у Subaru Domingo: литровый для заднеприводной версии и 1,2 объемом для полноприводной версии. Вот у нас полноприводная версия, соответственно, это мотор чуть-чуть побольше. Это же, конечно, хорошо, да, когда у нас мотор висит на задней оси, то есть если у нас, допустим, не подключен полный привод, мы все равно имеем нагрузку на заднюю ось, нам нелегко застрять, в принципе, даже если мы на заднем приводе, не включив полный. То есть это, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, я вот как посмотрю вот это вот, что оно тут настолько все в непривычном месте. Причем мотор расположен поперечно, он не продольно. Знаете, на что похоже? Вот есть Toyota MR, например, MR2 или Toyota MRS, когда они взяли поперечно расположенный мотор и просто положили его в задницу в машине, и она стала заднеприводной. Здесь примерно то же самое. На автоматической коробке их не бывает, так что это машина не для девочек, соответственно, они только на механике, все версии только на механике. Мне кажется, Subaru такой и должен быть. Двигатель не сильно мощный, 52 лошадиные силы, даже в версии 1.2 объемом. 80 ньютон крутящего, но зато на низах, уже на 3000 вы получите весь его максимально крутящий. Я вам так скажу, тут все довольно-таки сурово выглядит, такие подушки прямо мощные, он такой достаточно неплохо сделан. Единственное, что такой короткий выхлоп. А еще, знаете, какой я вам минус могу сказать? Смотрите, радиатор у него расположен спереди, а трубки, получается, все трубки охлаждения проходят снизу, под днищем. И получается, что с одной стороны мы, во-первых, можем их задеть, если где-нибудь не там полезем, а с другой стороны они постоянно охлаждаются дополнительно. То есть зимой, я думаю, в этой машине может быть прохладно. Двигатель карбюраторный. Сейчас стоит карбюратор жигулевский. В принципе, это неплохо.
современный более-менее карбюратор, это всегда неплохо. Но опять же, чувствуется, что нужно поднастроить. Потому что чувствуется вот прямо, даже вот запах бензина, вот видимо, что неполное сгорание, возможно, здесь есть некоторые проблемы с зажиганием. Едется очень даже неплохо, тем более, если учесть, что машина бескапотная. Кажется, что вообще как в каком-то мотоколяске в какой-то едешь. Просто четенько сразу видна дорога. Хорошо. Едет-то динамично, я абсолютно шустро еду. Вот те же, пожалуйста, 50-60. Ни хрена не чувствуется, конечно, что мотор слабомощный. Нормально, механика, я же говорю, для подобных машин механика это самое главное спасение. На механической коробочке, вот я его на 4-й, даже на 5-ю не пытаюсь переключить. Вот, кстати, вам, она 5-ступенчатую коробку имеет, это даже не 4-ступенчатая механика, нормально все. Жестенькая вполне себе подвеска, упругенькая такая, хотя он не рессорный, у него пружины, то есть не рессоры, не торсионы, у него пружины. У него, кстати, не мост, у него привода, то есть, как я вам уже сказал, спереди у него редуктор с приводами, а сзади у него получается поперечно расположенный двигатель и тоже привода. Ну, вот типа как у переднеприводной машины, да, только мотор находится сзади. Единственное, конечно, хочется маленечко вот вибрации снизить, шумку чуть-чуть, может быть, добавить. Ну, короче, машина открыта для тюнинга полностью. Это такая игрушка для взрослых, вот однозначно. Что, мне нормально здесь? Я в курсе, да, я расскажу, потом посидишь. Недостатком в плане салона я могу назвать только то, что он узенький. Здесь конкретно только двоим надо сидеть. Но у него есть и прикольные вещи. Во-первых, у него вращаются передние сиденья, можно сидеть друг напротив друга. То есть посередине можно организовать столик. У нас конкретно он с двумя вот такими сиденьями, да, они есть и с третьим рядом, который складывается плоско. Можно устроить здесь прям столик и друг на друга сидеть, смотреть, общаться. Две двери с двух сторон, хотя у нас не грузопассажирская версия. Как многие говорят, вот недостаток праворульных машин, недостаток старых микроавтобусов праворульных, что у них сдвижная дверь, типа не с той стороны. Вот здесь этого недостатка нет. Мягкий потолок. Ну, как по мне, всегда это уют дополнительный создает. Окошки у нас здесь просто вот так вот открывающиеся в плане вентиляции, да, то есть их можно только отодвинуть. В целом, этого, как по мне, уже достаточно. Кстати, они бывали как таунайсы, с несколькими люками в крыше, ну прям Skyroof. Крыша вообще высокая, и опционально мог быть внутренний багажник, сетка. Вообще, опционально к машине прилагалась куча всяких полезностей. Портативный холодильничек, даже складной пикниковый столик со скамейками. Да даже складной велосипед. Шторки, коврики, навесные столики, еще кренометр мог быть в салон добавлен как опция. Поскольку двигатель у нас сзади, то есть нет необходимости помещать здесь открывающиеся сиденья, ну, они подумали, видимо, мотор мы поставили сзади, там, где обычно запаска, да? Ну, значит, запаску поставим туда, где обычно мотор. Смотрите. Ой, сейчас я защелочку сдвину. Вот она, прикиньте. Вот она тут-то. Малюсенькая, причем, смотрите, с низким профилем, ну, а мне что-то там. Она, кстати, здесь просто, походу, валяется. У нее там есть вообще крепеж? А, она здесь должна была застегиваться. Так, застежка, видимо, должна была быть. У нее тут все такое просто вот металл. Если тебе что-то надо, то добавить какой-нибудь столик, какой-нибудь крепеж, просто берешь, привариваешь, и у тебя появляется дополнительное что-то. Так, ну механизм-то вот он, его видно, блин. Да, есть. А вот как его разблокировать-то? Где у него? Да? Вот он. А, окей, Google не помогло. Что, детейлинг делаешь? Вот так. Переднее сиденье, оно регулируется у нас не особо, только вот по сути вперед-назад. И, бляха, по-моему, даже мне на самом последнем вот положении, и то мне как-то, да, не особенно, короче, просторно. Если я по максимуму придвинусь, вот так. Это вообще достаточно игрушечная машина по ощущениям. Механика упирается в коленку. Что у нас получается? Задняя передача. Задняя передача в коленке уже буквально. Пятая это тем более в коленке. Нормально. Опа. Ручник вот это у нас снятое, да, положение? Это поднятое. Вот ручник тоже у нас ограничитель еще тот. Прямо. Короче, будете ездить, если что, вот так вот плотненько сидеть. Ну, надо плотненько, потому что ногой будешь либо в ручник, либо в рычаг передач упираться. У нее полный привод. Во-первых, он имеет два режима. Он имеет автоматический режим. То есть при пробуксовке, соответственно, подключается передок. Либо мы можем зафиксировать принудительно. Там
вакуумный клапан, кнопку нажимаем, чпок. Кстати говоря, это проблемное место. Именно как раз вот электрика в этом месте отгнивает и выносит мозги всяко разное. Воздуховодики микроскопические, конечно, но это ж все такое. Кстати, воздуховодов справа-то нету. Вот только вот эта маленькая щелочка, что ли, получается вот здесь. Воздуховоды зато тебе прямо в яишки. Вот направил вот прямо в нужное место. То, что нужно держать в тепле, будет прям вот по траектории. Вот. Траектория, так скажем, движения воздуха. Смотрите, у него зато печку промывать очень легко. Вон, смотрите, как все доступно. Вот, пожалуйста, радиатор, тут все. Разбирай, снимай, не дай бог протечет, прямо тебе под ноги потечет. В машине, кстати, две печки. Да-да, есть еще задний дворник, вот их кнопки. Здесь у нас бачок под тормозуху и, соответственно, под сцепление. Ну, я вам скажу, очень утилитарный салон, но после того, как мы отсняли тогда выпуск про Daihatsu Hi-Jet в грузопассажирской версии, даже салон подобного Субаря, мне кажется, довольно-таки оснащенным. У него, смотрите, какая четенькая ручка переключателя режимов печки, вы гляньте, а? Какой переключатель. Пепелка, вы гляньте, тут сюда мобильник можно класть, а не пепель. У него, смотрите, какой руль с бибикалками по бокам, на лучах. Ой, ой! Ой, какой противный звук. Подлокотника нету. Вот здесь даже на сиденьях он не было ни в одной комплектации. Я думаю, это первое, что вам стоит приколхозить в случае покупки такой машины. Здесь большой ящик, почти что как у Газели. Нормально. Слушайте, неплохо. Бардак. Кстати, своеобразный бардачок. Получается, у него крышка откидывается на себя. Ну и достаточно неудобно туда что-то класть. То есть, все-таки лучше бы было бы, чтобы он откидывался вот так, как бы снизу вверх, а не сверху вниз, вот так вот. То есть, мне так вообще не нравится. У нас машинка, конечно, подстреленная с задней части. То есть, вот, видите, да? То есть, видимо, когда-то в какой-то момент не очень удачно сдал кто-то назад. Достаточно толстый металл. То есть, вот как по мне, вот это я бы даже не стал покупать цельную дверь. Это вполне можно спокойно выколотить. Чуть-чуть немножко шпакли и будет нормально. Если, к примеру, задняя дверь на мой микроавтобус Таунайс стоит 1025-30, то дверь на Доминго, если вы ее где-то найдете, то будет стоить буквально 1003, допустим. То, типа, заберите уже наконец этот хлам, пока он тут совсем не сгнил, у нас здесь в углу валяться. У сиденья третьего ряда есть трансформации. Во-первых, его можно разложить в лежанку. Если был бы второй ряд, соответственно, можно его состыковать и будет лежаночка. А вторая трансформация, она мне сразу напоминает Mitsubishi Delica, в старой тоже квадратной версии. Можно вот так вот поставить его вертикально, такую прямо сделать загородку отсека багажника. Пересмотрите выпуск про старую Делику, и там есть, я показывал, там у нее точно такая же трансформация. Третий ряд вот так вот прямо выставляется и получается перегородка. Вообще нормально, это нам позволяет наполнить машину грузом до самого потолка, понимаете? То есть... Жалко, Тёма, что у меня так не делается в автобусе. Вот за курами поедем, как мы будем выкладывать? А тут можно прямо коробка на коробку до самого потолка. 77 получается, даже, я бы сказал, даже 78. Ну, в принципе, если вот считать, что здесь вот граница багажника, то все 80. Бог с ним, 80 считаем. Глубина. 1,25 м ширина. Нормально. Ну-ка, сколько высота всей спинки? Ой, бляха, 88. Короче, вообще огонь. А вообще, сейчас померим до передних сидений сколько. До передних сидений. Ёлки-палки-то, в принципе, нормально, 2 метра. Вообще спокойно. То есть мы, получается, если мы разложим, был бы второй ряд, разложили, лежанка нормальная. 1,25 м ширина, да. Короче, полуторка. Кроватка-полуторка, а? У меня нога, главное, под педалью сцепления отдыхает. Потому что ее больше куда девать. На первой крутим движок. Ух! Третью. Ух! И он реально подпихивает тебя. Мотор же сзади. Кстати, на нем можно, я думаю, по скользкому неплохо боком пойти. Развесовка-то у него необычная. О, лежаки объедем лучше. Ой-ой-ой. В общем, вывод сформулирую в одном предложении. С учетом короткой колесной базы и небольшой массы, реально там даже до тонны не доходит, этот микроавтобусик, мини-бусик,
По проходимости это примерно как Suzuki Jimny, да, только повместительней. Надеюсь, вам понравился этот сегодняшний деревенский выпуск с такой буса-темой. Подписывайтесь на канал, не забывайте забегать на прямые эфиры. Ну и всем пока!